Государство тупых стукачей. Вы скажете, так радикально, да, это я согласен, слишком радикально. Там есть и умные стукачи. Государство тупых и умных стукачей. Ну, начнем мы не со стукачей, начнем мы с одного веселого события. Задержали судью Чауса. Вернее, еще не задержали, но везде пишут, что его хлопнули на взятки. Вот Назар Холодницкий, ой, краснощекий пупсик, написал. Вчера детективы, вот, взяли, видите, выкрыли на хабари в 150 тысяч долларов судью Днепропетровского районного суда. На месте передачи изъяли вещественное доказательство. Вот как они сохраняют типа свои коррупционные там деньжонки. И показывают фотографию. Фотография 3-литровой банки. Ну, не знаю, 3-литровая она или нет. Так, тут Министерство экономики подключилось. Тоже фотография этой банки. Мы все возмущены. А фишка в чем? Они, как я понял, где-то вроде как на территории дома этого Чауса или рядом с домом этого Чауса, или где-то еще откопали банку. Как пишут 3-литровую. По длине купюры, я смотрю, вроде бы как она менее литровая. Ну да ладно, примем к расчету то, что она 3-литровая, эта банка. Украинские СМИ вопросы не задают, пишут, хлопнули судью на взятки. Дали распоряжение, они таки пишут. Вот, 150 тысяч долларов. Недолюстрированный судья Чаус погорел на взятке в банке. И это преподносится как типа как смешно, уже все смеются, вот, храните деньги в банках и все такое. Хранил взятку в стеклянной банке. А я себе думаю, у него там, наверное, бумажка была еще вложена в эту банку. На этой бумажке, скорее всего, было написано «взятка». Ну, иначе журналисты не утверждали бы так 100%. Получается как? Вот я живу в Европе, представляю себе, что к европейскому чиновнику приходит контора Никанора и начинает искать, причем, заметьте, не железную банку. Ее не найдешь металлоискателем, надо четко знать, где откапывать. Вот приходят и откапывают стеклянную банку, и в ней 150 тысяч долларов. И говорят, это твоя взятка. Не пойдет так, потому что этот чиновник скажет, вы что, больные на голову? Да вы сами ее там закопали, чтобы меня подставить. И, в принципе, будет недалек от истины, потому что все это мне напоминает какой-то... Плюс крышечка, знаете, обычной крышечкой закрыта. Типа, не жалко, дождь мочи. Я не буду утяжелять все это расчетами, как моя коллега Ольга Бондаренко, которая высчитала, что диаметр банки 15 с чем-то сантиметров, а вот диаметр спрессованных денег, а на фотографии они вот так вот лежат, 19 с чем-то. Ну, возможно, это 5-е измерение. Плюс, здесь надо принимать во внимание, что горлышко уже, чем средний диаметр банки. Но то такое, я же повторяю, журналисты вопросов не задают. Им показали банку, смотрите, как смешно. Все посмеялись, сказали, да, хлопнули на взятки. В этом государстве прокатит. Ну, теперь давайте о победах. Срібло, нагадаю, виборов наш стрілець Сергій Куліш. І з нами на зв'язку з Ріо-де-Жанейро Ярослава Шумик. Наш стрелок завоевал серебро. Почему не золото? Ну, сейчас объяснят. Потому что из-за возраста, неопытный он еще, юный, потому что. Він лідирував впродовж всіх змагань, і ми могли розраховувати на золото, але його вік, 23 роки, все-таки, напевне, вплинув на хвилювання спортсмена, і на останньому вистрілі він влучив набагато менше, ніж переможець Ніколо Капріані. Возраст 23 года, поэтому он и промахнулся на последнем выстреле. Ну, а самое главное, это же не это самое главное, а самое главное то, что приятно, что обошел он россиянина. Приємно зазначити, що наш молодий Сергій Куліш виграв росіянина Володимира Масленнікова, якого залишив на бронзовій позиції, а цей спортсмен набагато досвідченіший. Також ми сьогодні будемо вболівати. Так, он оставил россиянина на бронзовой позиции, хотя россиянин многим более опытный. А вот о каком россиянине идет речь. Масленников Владимир Анатольевич. Ой, ему 21 год? Что, серьезно, что ли, 21 год? Намного более опытный россиянин, а у нашему выстрелить метко помешал его юный возраст, но россиянин, правда, моложе на 2 года. Так, давайте почитаем про нашего неопытного. Мастер спорта Украины международного класса, многократный чемпион Украины, чемпион Европы, многократный призер этапов Кубка мира, рекордсмен мира, Европы, Украины, многократно призер первых юношеских Олимпийских игр, кандидат в Олимпийскую сборную Лондон 2012. Я к чему это говорю? Не обязательно врать. Ну, то есть, не обязательно иногда врать, где можно просто констатировать факт, там они все равно врут. Они умудряются соврать там, где это вообще не нужно. Более того, как сообщают вести, наш неопытный
вторые игры в карьере в Лондоне был. Вы спросите, зачем? Ну вот зачем они соврали там про юный возраст, про то, что россиянин был более опытный, а нашего обскакал? Ну ради чего просто? Ведь это же легко проверяется. А ради того, что другие не проверяют, проверяем только мы. А они смотрят и думают, молодец какой, просто врут, постоянно врут. Тошнит от этого уже. Ностальгія за СРСР і Сталіним особисто. Да, вы догадались, мне уже 2 дня пишут про этот сюрреализм, ностальгия за СССР и Сталиным. Она ведь преследуется, вы знаете, по закону. Запорізькі вчителі у приклад дітям ставлять ката української нації Йосипа Сталіна, складають про нього навіть речівки «Не крав, а про людей дбав». Ну тут она сходу, с лету, только входя в этот сюжет, сразу же соврала. Запорожские учителя ни в пример детям не ставят Сталина. Ни в коем случае, нет. Они просто фотографиями делятся на своих страницах в соцсетях. Но это уже в этом конченном государстве тоталитаризма преследуется по закону. У Департаменті освіти вже перевіряють всі місцеві школи, в СБУ вивчають публічні матеріали. Я бы посоветовал дерьмокопателям из этой конченной СБУ. А я вот знаете, вот я вот говорю там конченное государство, конченное СБУ. Я абсолютно не боюсь, потому что мне плевать, потому что это мое мнение. А в европейском обществе за мнение не судят, а только в конченных государствах судят за мнение и за какие-то там предпочтения. Конченые. Ну, в каждой школе есть минимум где-то 4-5 преподавателя, которые вот так настроены. Это очень печально на самом деле. Это что за тюлень, спросите вы? А вот это вот журналистка-расследователь. То есть в мое время, знаете, расследованиями считалось, там вышел там на хвост, допустим, продавцам наркотиков, да, или там какое-то подпольное казино разоблачил. Да, реально, мы этим занимались. Мы думали, что это и есть расследование. На крайняк там где-то на тендере кого-то хлопнул. А вот эта вот расследовательница, она что, посвящает свои расследования изучению социальных сетей учителей, где кто что лайкнул. И сама она, смотрите, какая кристально чистая, в вышиванках. Она чиста, как горный ручей. И видно, что крепка в своих этих, как их, убеждениях. Смотрите, флажок у нее, муж рядом лежит. О, ну наш человек, наш человек. Да, самое смешное, что вот это грязное быдло, реально, когда пишет доносы на учителей, оно считает, что оно двигает страну в Европу. Вы в ОПУ уже приехали, все уже, конечная остановка. Після патріотичних занять, лінійок та покладання квітів під меморіальну дошку першачками, ті самі вчителі під своїми прізвищами у соцмережах уподобують групи антимайдану, лайкають фото на підтримку сепаратистів та називають українців хохлами. После патриотических занятий, после линеек, где-то я уже такое видел, уже же как пахнуло прям молодостью, знаете ли, детством. Ну что, воссоздали совочек и живете там в этом совочке. А где еще мусору жить? О 13:08 на сторінці в жінки реклама народного руху «Росія проти бандерівців». Может, этот журналист не является пользователем интернета вообще, он вообще не в курсе, но это никакая не реклама какого-то там сообщества, она просто видео поделилась, придурок. Бо українське законодавство ставиться до таких виявів сепаратизму, немов війни в Україні немає взагалі. А надо в законодательство статью расстрел вести сразу на месте за такое. А за что за такое? Давайте посмотрим. Лавров человек, которого невозможно вывести из себя. Лавров дипломат. И дальше что? Написано, ставлю $1000 на то, что Лавров рептилоид, которого невозможно вывести из себя. Это под какую статью подпадает законодательство нашего конченного тоталитарного совка? Под какую? Не знаю, 1256-ю там, лайкнул Лаврова? Или что? В чем проблема? Вторая. Сталиным поделился. Сам не крал, другим не давал. Страну отстроил, а не разбазарил. Воевать за родину послал сыновей. Тра-та-та. Я к неоднозначной фигуре Сталина отношусь однозначно, но я считаю, что это их личное дело, что они там распространяют, там Сталин там не разграбил страну, еще что-то. Это что? Это статья Уголовного кодекса. Какая? Поделился баннером со Сталиным. 1728 пункт Б. Тож не виключено, що покарати вчителів-сепаратистів взагалі не вийде. І після зачистки сторінок у соцмережах вони так само продовжать чекати приходу руського миру. Они так же само будут ждать прихода русского мира. Они там где-то ждали прихода русского мира и также будут учить
наших детей. Да выведи их, да расстреляй. Там у этих учителей по 20 лет стажа. А какое-то рагулье уже считает нужным их просто закрыть за то, что они лайкнули что-то. Вы что, кончены? Ну давайте спокойно. Вот ребята же строили государство. Мы на Майдане там построим революцию там, фригидности. Мы построим государство демократии. Мы построим государство свободы. В итоге построили тоталитарный клозет какой-то, в котором нельзя высказывать свое мнение. Мы, допустим, нам не нравится Сталин. Мы презираем Сталина. Но это их личное дело. Это их личное дело. Если им нравится Лавров, то ты не заставишь их презирать Лаврова или любить там Порошенко этого. Нельзя заставить любить. Любовь из-под палки не выходит. Любовь по принуждению – это изнасилование. І так само надалі вчитимуть наших дітей. Вот ужас, смотрите, какой ужас они совершили. И что? Вижу повышение тарифов. Яценюк. Хула на Яценюка. А это сколько вообще предусмотрено за это срок по Уголовному кодексу вашего конченного тоталитарного государства? Совка вашего поконченного. Это сколько лет отсидеть надо за карикатуру на самого Яценюка? Вы превзошли уже 37-й. Вы этого не замечаете, но вы уже такие упоротые, что вы уже перепрыгнули. Тож не виключено, що покарати вчителів-сепаратистів взагалі не вийде. І після зачистки сторінок А, вот тут вот совсем интересно. Решили обвинить эту учительницу в том, что ей вот это вот понравилось. И пустили. А что же там написано? Там фотография погибших украинских воинов. И написано: жители земли, украинцы, россияне, американцы и европейцы. Помните это фото каждую секунду. Бла-бла-бла. Хотя бы до того дня, пока Путин и его свора не сядут на скамью в суде над военными преступниками. Слава Украине! Под занавес из-за своей полной упоротости ТСН обвинил учительницу в том, что она оскорбила Путина. Вообще оскорбление Путина это тяжелее преступление, чем оскорбление Яценюка. Вот мне просто интересно. Ну а теперь СТБ. Обратите внимание на рожу журналистки. Она негодует. Она всем своим видом показывает: дайте мне нож, я сама их зарежу, этих учителей, да я их к стеночке. Освітянський скандал в Запоріжжі. Там виявили майже 20 шкільних учителів, які на своїх сторінках в соцмережах відверто підтримують Путіна і поширюють сепаратистські гасла. Учится она явно, уроки берет у журналисток из КНДР. Те там рыдают иногда, там кулачком бьют. Вот этого не хватает. Давайте огоньку больше. Я уверен, что вы такие упоротые. Через год-два начнется, какой там через год уже будут там клеймить, там грязные собаки кричать. Ну а что нет? Журналисти. Справою вже зацікавились і в СБУ. Там перевіряють причетність педагогів до зазіхання на територіальну цілісність України. Да-да, сидели в Одноклассниках и там прям зазихали на территориальную целостность Украины. Прямо из Одноклассников, да. Проверяйте, проверяйте. Покопайтесь, может найдете пару земляных орехов. Их так любят свиньи. Це Запорізька школа номер 23. Над ганком національний прапор, поруч на стіні меморіальна дошка загиблому воякові АТО, що тут колись навчався. Это наш ученик. Ну вот, патриотическая школа, видите, флаг висит, мемориальная там табличка. Надо еще стены покрасить в желто-синий цвет, тогда вообще будет елка. Ще й активно оздоблює усе навколо у патріотичних тонах. И все вокруг в патриотических цветах. Молодец какой, хороший директор, вот видно. Но на стене у него нет патриотических цветов. А це сторінка пана директора у соцмережі. Але жовто-блакитних кольорів чи портретів Шевченка тут годі й шукати. А, должны быть патриотические цвета на страничке, должен быть Шевченко. Любишь ты Шевченко, не любишь, должен быть, это наша икона. Еще должна быть эта калина висеть и рушнички. А сам должен фотографироваться у вишиваночці. Виявляється, директорові української школи до душі ось такі колажі з Путіним. Но нельзя так, чтобы директору украинской школы нравилось что-то, что идет вразрез с нашей политикой. Нельзя так. Даже если весь мир станет против него, я возьму его за руку и стану возле него, против всего мира. У той час, як українського президента він постить із фашистською свастикою. Да какое он имеет право, Порошенко, постить с фашистской свастикой? Да это же 15 лет. Какая там, мы говорили, статья? 1256 пункт или какая вообще? Ну и что он постит Порошенко с фашистской свастикой? Он считает Порошенко вот таким. Я видел Порошенко под видом свиньи постили. Ну кто-то его считает свиньей. И что? Вы же понимаете, в чем дело? Что в нормальном государстве, не в конченном,
Ты имеешь право не любить свою власть. Это нормально. Ну, то есть, не любишь власть и все. Критикуешь, ну и нормально, как бы и живи себе. Если не призываешь никакой там заварушки. Они не призывали. Они просто считают, что Порошенко козел. Это их личное право. Нельзя запрещать кому-то личное мнение. Поширював відео з груп «Антимайдан» та «Новоросія» цілком свідомо, бо, каже, це його позиція. Посмел чем поделиться, видели? Детям Донбасса посвящается. Сепар. К стенке его. Її колега, також учителька молодших класів Людмила Судкова, ставить клас світлині, де йдеться про хахлов. Энергия хохлов направлена на разрушение. Вообще там на фотографии написано, что валите уже и Днепрогэс. Ну, в принципе, логично, да, если валите памятники Ленину, то можно было бы и Днепрогэс, в принципе-то, зацепить. Ну, и дома все снести, что коммуняки поганые настроили. Кстати, много сами построили. Ну, разумный, в общем-то, вопрос, за исключением этого слова, которое я терпеть не могу, и такое слово не стоит употреблять однозначно. Но однозначно за такое и не стоит в СБУ заявлять, потому что это маразм. Утім, обіцяє, проведе у педколективі політінформацію та покарає винних доганою. О, все, политинформацию проведет и в жовто-блакитный куток поставит. Авторка розслідування вчительських уподобань, редакторка Запорізького інформаційного сайту О, ну этого тюленя вы уже знаете. И смотрите, главное, такая работает на камеру, такая все расследованиями, наверное, занимается. Наверное, уже же в детском садике изучает страницы воспитательницы. Тетяна Гонченко каже, після скарги знайомого, що класний керівник його дитини виставляє на своїй сторінці сепаратистські гасла, 3 дні вивчала акаунти запорізьких педагогів у соцмережі. Вот это вот нынешние украинские расследователи, знакомьтесь. Виявила щонайменше зо 2 десятки таких випадків. Та каже, це лише вершина айсберга. Обратите внимание, упор такой раз, у нее щоденник в патриотических цветах. Ну, в каждой школе есть минимум где-то 4-5 преподавателя, которые вот... Так расстреляй. Чё ты молчишь вообще? Вы скоро до этого дойдете, упоровшиеся. Стаття «Зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність країни» передбачає до 5 років ув'язнення. Где они покушались на территориальную целостность этой страны. Что это за страна, на территориальную целостность которой можно покушаться прямо из одноклассников, делясь фотографиями с Лениным. Это что вообще? Ну и напоследок немножко о благодарности. Вы знаете, когда упоровшиеся, вот я читаю, он против Украины, там еще что-то. Я не против Украины, я против того говна, в которое вы превращаете мою страну. Потому что вот это вот конченное государство, которое постепенно поглощает мою страну, которое делает из людей шагающих дебилов, которые должны думать одинаково, любить все одинаково, ненавидеть все одинаково, а если кто-то выбивается из строя, его надо посадить. Вот это вот меня не устраивает, это ненормально. И это ни одному нормальному человеку не покажется нормальным. Теперь о благодарности. В сети разгорелся скандал вокруг росписи в хирургическом отделении столичного Ахмадета. Объясню. Женщина разрисовала стены в детской больнице, чтобы детям веселее, возможно, было. Но она назвала рыбок вот, Пелагеей и Просковьей. Короче, она дала рыбкам русские имена. Русские имена. Из-за этого разгорелся скандал. Я бывал в Ахмадете, в некоторых отделениях, и я видел, а это, ну, нет ничего страшнее, знаете, чем когда болеют дети. Тем более, когда они болеют болезнями, которые, знаете, ну, разными болезнями. В общем, нарисовала рыбок и посмела назвать их русскими именами. И вот уже вот это вот существо, Лариса Ницой, это писательница. Слышали о произведениях писательницы, нет? Ну, я тоже не слышал. Она подняла бучу и вот начала тут писать, что надо бы по-украински их назвать. И простите, я больше не буду обсуждать эту тему. Это ей ответили. Это ей ответила как раз таки женщина, которая расписала эти стены. Но не такая наша писательница, чтобы не обсуждать эту тему. Она донос написала. И вот уже донос готов, писательница. Доносы умеешь писать? Вот, смотрите. Ну, все подписались. Все. Долой, как говорится, рыбок переименовать. Я таких ничтожеств не видел в жизни своей. Я с такими ничтожествами сталкивался только в художественной литературе, в описании времен, покрытых дымкой революции. Я с такими ничтожествами сталкивался только на экранах телевизоров. Я думал, в жизни такого уже никогда больше не повторится. 21 век, Европа.
Но оказалось, что то, что я видел, то, что я читал, то, что я смотрел, это было просто вялыми цветочками. Вот мне просто интересно, эти ребята вообще осознают, какие они конченые, что они на самом деле как червики. Вот им бы настучать на кого-то. Раньше вот даже в детском саду мы знали, что это нехорошо, некрасиво. Идти на кого-то жаловаться, ябедничать там, ну вот такое вот. Потом росли, понятно, в школе это уже было табу. Сейчас взрослая, вот эта вот взрослая сидит корова, и она считает своим долгом на кого-то обязательно там написать донос, к примеру. Это вообще уже старое это чмо. И тоже пишет доносы. И постоянно на всех пишут доносы. Превзошли уже любой совок. Потому что тогда ты мог там что-то, там, я не знаю, группу Металлику слушать. Сейчас у вас нельзя ничего. Нельзя ничего. Потому что я думаю, что если кто-то включит там какие-то, я не знаю, стихи на своем транзисторе, то из-за стены сосед пожалуется, напишет донос. Позвонит в СБУ. Вот это вы называете свободой? Да вы конченые совершенно, потому что вы понятия не имеете, что такое свобода. Это государство стукачей, умных стукачей, тупых стукачей, образованных стукачей и необразованных стукачей. Но стукач теперь стоит во главе всего. Доносчик – это теперь герой. Ваши дети уже стучат на учителей. Это мы уже показывали когда-то, где они донос накатали, потому что их заставили стихи учить. Из Евгения Онегина. Эти тупорезы даже не понимают, откуда они учат эти стихи, но они уже знают, как жалобу накатать, как доносик накропать. Я думал, что такое конченое государство построить не удастся. Удалось, получилось. Поздравляю.